Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем вам нужно быть осторожным? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, пишите побольше комментариев для продвижения канала и смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Ох, печалька, ребятушки, ох, какая печалька в вашей жизни. Смотрите, опять же, поскольку общий расклад у кого-то проигрывается сейчас, да, я стараюсь почаще это говорить, чтобы гости канала это знали и понимали. У кого-то сейчас это проигрывается, у кого-то это было в прошлом, уже вы пережили. Это ситуация, когда, ну, знаете, вот белый свет не мил, вот так вот назовем. Когда ничего не хочется, когда никого не хочется. С чем это связано? Давайте уточним. Ну что ж такой капец-капецкий, ребят, боже. Да что ж такое? Знаете, вот вы реально себя вытащили. Здесь проигрывается стопроцентный разрыв с женщиной, который сразил наповал, это очень мягко я сказала. Это потеря смысла жизни. Это когда руки опускаются, ничего никого не хочется. Здесь может проигрываться у кого-то даже, ну реально больница, постельный режим, что вы такое пережили, либо же почти дошли до этого. Было настолько плохо, что могли быть сердечные приступы, могли быть на грани инсульта, инфаркта, могли быть, ну то, что неврозы, депрессии, это однозначно. Это и недосыпы, это бессонницы, это такие, ну, серьезные нервно-психические расстройства, из которых вы, ну, довольно сложно выходили. Кто-то из вас вышел из этого с помощью медикаментов самостоятельно, кто-то там по интернету лечился, там по советам друзей. У вас на самом деле есть окружение, которое не даст вам упасть. У кого-то это родственники, у кого-то это друзья, то есть есть люди в вашем окружении, даже коллеги могут быть, да, с которыми хорошие такие приятельские отношения. Вот есть люди, которые всегда вот вас поддержат. Вот как бы вам плохо ни было, но вас поддержат ваши люди, которые вас окружают. Это ближний ваш круг. Я не говорю, что их много. Ну, пара-тройка человек, я думаю, есть такие довольно надежные. Вы человек, который, знаете, вот после этого вы, вот как дети учатся ходить, да, либо же после серьезных каких-то травм, вот после аварий люди заново учатся ходить. Вот вы в своей жизни, вы учились заново жить, заново дышать, так скажем, дышать без своей женщины. Просто до мурашек, да, у меня у самой сейчас прям мурашки побежали после таких слов. Вот учились жить заново. Кардинальные перемены, которые привели к кардинальным переменам в вашем внутреннем мире. Говорю медленно, да, чтобы это все так усвоилось, уложилось в вашей голове, потому что довольно такая серьезная болезненная тема, очень негативный такой поток идет. Вот таким, как раньше, вы уже не будете. Это печально, это больно, но это факт. Сказать, что женщина вас добила, это, ну, ничего не сказать. Выкарабкивались долго, мучительно, кто-то еще до конца не выкарабкался. Могу сказать, что даже те, кто из вас сейчас могут улыбнуться, сказать, да, жизнь прекрасна, да, все классно, я девочек меняю и так далее. Я вам скажу, мои хорошие, что вот те, кто так говорит, это ваша такая вот, ну, маска, назовем это так культурно. Это маска, за которой вы прячете свою боль, свои страдания, разочарования. Да, вы не хотите вступать в новые отношения, поэтому вы включили свой такой жезловый конвейер и меняете девочек. Потому что если вы не будете этого делать, вы зачахнете от одиночества, от грустных мыслей, от тоски, от боли, которая сразу же всплывет в вас. Поэтому те, кто занимается такой вот бравадой, да, это чистой воды блеф. Это чистой воды такое, знаете, ребячество, да, мне классно, мне шикарно. Знаете, вот одиночество, оно никого не красит.
Ну, это единицы, наверное, людей, которые наслаждаются одиночеством. Одно дело, когда ты остаешься один, да, вот там на пару часов, на пару дней, да, когда родственники уехали, допустим, да, ты кайфуешь, там пару дней свободы, это одно. Но когда ты постоянно приходишь в пустой дом, в пустую квартиру, и тебя встречают, ну, в лучшем случае, котики-собачки, когда они единственное твое такое близкое живое существо, это печалька на самом деле. Ни один нормальный живой человек не будет наслаждаться одиночеством. Да, можно какой-то период покайфовать, но этот период очень быстро заканчивается. Поэтому я не могу сказать, что вам было легко после разрыва. Кто-то, еще раз говорю, находится сейчас в таких энергиях. Потому вы даже, возможно, знаете, вот вы расклады смотрите как своего рода психотерапию. Вот напишите в комментариях, права я или нет. Вы понимаете, вот смотрите, вы ведь понимаете прекрасно, что это общие расклады, да, у кого-то они проигрываются, у кого-то не проигрываются, у кого-то частично они проигрываются. То есть здесь абсолютно разные ситуации, разные судьбы. Но вы смотрите расклады как реально это ваше какое-то успокоение, это психотерапия, да. Вы ищете в этих, ну, в раскладах какую-то поддержку, да, какую-то надежду. Вот напишите, есть такой момент или нет. И я думаю, вы выбираете вот даже на просторах интернета, да, на просторах Ютуба того же. Вы выбираете такие расклады, которые реально вам греют душу. Не для того, чтобы вам сказали, там, сегодня Маша, у тебя будет завтра Даша. Вы просто зерно такое вот позитивно ищете. Ведь это так. Ведь это так, ребят. Для кого-то это самообман, да, вот вы смотрите, чтобы что-то хорошее услышать, да. Хотя и понимаете, что это общий расклад. Другое дело, когда вы записываетесь ко мне, да, допустим, там на личные расклады, мы смотрим уже конкретно, что вас ждет. Это совершенно другая история. А здесь у вас психотерапия, просто потому что плохо, потому что хочется надежды. Даже я вам скажу, что те, кто уже давно разошлись, но у кого не сложилось по какой-то причине ваша личная жизнь, да, все равно хочется вот какую-то ну, такую позитивную историю услышать, да. Хочется получить надежду, хочется чего-то такого нового, классного. Потому что когда у человека нет надежды, ну, тогда реально, тогда уже лапки сложить и все. Не зря говорят, надежда умирает последней, правда ведь? Поэтому здесь такие очень негативные, очень такие траурные, даже я бы назвала, энергии. Так, далее. Смотрим, что еще в вашей жизни происходит. Вы ведь на самом деле, смотрите, вы очень сильный мужчина, вы выносливый. Это довольно часто, кстати, у нас выпадает в раскладах. Я знаю, что у меня постоянные зрители много смотрят, за что вам большое спасибо, что вам нравятся мои расклады, моя подача, да. Вы ведь на самом деле такой, что с вами реально можно и в разведку, и в огонь, и в воду. Просто вот ситуация с женщиной вашей, она вас реально сломила. Вот сломила, причем очень здорово. Вы человек, который безумно любит своих детей. Вы готовы, вот если бы так сложились обстоятельства, вы бы сами с удовольствием их растили. Вот если бы так на то ваша воля была. Кто-то реально живет с детьми, да, кто-то сам их тянет, причем вы тянете их. Я сейчас говорю о тех, кто, возможно, сам воспитывает детей. Вы тянете их, даже тянете это неправильное слово. Вы их растите, да, вы воспитываете их, но это вам нелегко дается, но это в удовольствие вам, потому что вы патологически любите своих деток. У кого-то это может быть один ребенок, у кого-то два. Вы стараетесь, даже вот у кого, допустим, мама, ну не очень такая благополучная, так назовем, да, которая живет где-то там своей жизнью. Вы стараетесь вот детям заменить и маму, и отца. Вы стараетесь по максимуму и силы, и время тратить. Причем у вас, у тех, кто живут с детьми, я сейчас о вас говорю,
Вы даже свою личную жизнь положили, ну так, где-то там, ниже плинтуса ее оставили. Вы наступили, закинули, как угодно называйте личную жизнь, вот именно ради детей. У вас дети на первом месте, а потом уже все остальное. Ну, в общем-то, вы не жалеете. Да, в душе где-то, конечно, хотелось бы, да, чтобы была пара, чтобы была надежная такая любимая женщина. Но опять же, это всего лишь хотелки. Далее. Вы человек, который много чего добился в своей жизни. Кто, ну, скажем так, не очень много добился, я вам скажу, что, в принципе, потенциал у вас есть. Вы можете расти и по карьерной лестнице, вы можете больше денег зарабатывать. Вы как-то вот, знаете, имеете то ли пробивную такую жилку, вот организаторскую, такая жилка, которые имеют бизнесмены даже. Другое дело, что кто-то ленится, кто-то побаивается, да, может быть, там свое дело открыть, у кого-то финансов не хватает. Но однозначно, если бы вы захотели, вы поднапряглись бы, поднатужились, и вы 100% стали бы довольно успешным мужчиной, довольно обеспеченным. Ну и, конечно же, отбоя от женщин тогда у вас точно не было бы, потому что, к сожалению, так повелось, что женщины больше клюют на обеспеченных мужчин. Печалька, но это факт. Итак, давайте-ка смотреть, с кем же вам нужно быть осторожным, да, что же нам поведает Таро. Так. Простите, наговорилась много на работе сегодня, поэтому хриплю уже. Итак, смотрите. Поскольку вы человек, ну, довольно такой доверчивый, хоть и взрослый дяденька уже, да, довольно доверчивый, из-за вашего такого вот, ну, может быть, даже юношеского доверия такого, да, очень много было обмана в вашей жизни. Вам нужно научиться немножко фильтровать вообще свое окружение и то, что люди делают и что говорят. Это касается вообще всех сфер. Люди с легкостью как-то, вот знаете, сейчас опять же такую печальку из вашей жизни скажу. Вот пользуясь вашей добротой и наивностью, разные люди из вашего окружения, они все равно как-то вами то манипулируют, то как-то врут вам. Ну вот это вот вранье, вы из него по жизни не выкисали, к сожалению. Вот напишите в комментариях, вы знали вообще об этом или нет. Вот давайте даже уточним, от кого вранье идет. Вот. Это вранье идет, смотрите, и от женщин, и вообще от вашего окружения. У кого-то это может быть вранье даже от друзей, приятелей, у кого-то это вранье от родственников, у кого-то это вранье от коллег, да. Ну, то есть вы человек очень такой доброжелательный, добродушный, поэтому из вас по жизни вьют веревки. Вот вам надо осторожничать вот с людьми, которые, знаете, вот в вашем окружении есть люди довольно лицемерные. У каждого это будет свой человек. Помним, что это общий расклад. Есть такие люди, которых вы даже чувствуете их. У вас неплохо развита интуиция, вы чувствуете людей, которые в лицо вам улыбаются, а за спиной держат камень. Это могут быть даже довольно близкие, казалось бы, вам люди. Вы пытаетесь иногда отгонять от себя эти мысли, да, вы не всегда верите, даже если вам, допустим, говорят, что вот этот человек, он про тебя там гадости говорил, либо же там еще какую-то штуку не очень хорошую хочет вам сделать, да. Вы как-то, ну, стараетесь не верить. Вот вы отгоняете от себя мысли. Вы все равно всех оправдываете. Да, не может быть, да, он хороший, да, она хорошая, да. Вот вы как-то вот не верите, что они могут быть плохие. Слишком вы обеляете людей, которые имеют черную душу. Вот вы их белите просто, да, вот как раньше потолки белили в старые времена. А вы вот людей обеляете. С вашей женщиной бывшей это вообще отдельный вариант, это отдельная история.
Вот с ней нужно быть, даже с бывшей, осторожным, но это на 1000000%. Давайте уточним, почему с ней нужно быть осторожным. Ну, знаете, вот мне даже не удивительно. Помимо того, что она будет еще, опять же, строить какие-то козни, вот она не угомонилась. Особенно это касается тех, кто, ну так, плюс-минус не так давно разошелся. Она будет манипулировать как-то вот именно в связи с деньгами, либо материальными благами. Она может прийти вплоть до того, что предлагать мириться, причем она зайдет издалека. Конечно же, она сразу не придет и не скажет: дорогой, прости меня грешную, упадет на колени и так далее. Нет, конечно. Она это сделает завуалированно, причем у кого дети, ну, более-менее взрослые уже, может подговорить как-то ребенка, поэтому будьте осторожны именно вот перед такими вот манипуляциями бывшей. Может подослать ребенка, начиная от того: пригласи папу там туда-то, вместе сходим, пригласи папу в гости, там еще что-то. Ну, то есть это будет издалека. Такая, знаете, удочка забрасываться будет издалека. Поэтому держите ухо востро. Женщина, которая вот была в вашей жизни, привыкла, смотрите, она привыкла жить красиво. Вот вас она добила. Вот добила. Добила — это так, очень мягко я сказала. Привыкшая к красивой жизни, сейчас она ее не имеет. Поэтому ей нужно, вот она, знаете, она хочет искать какие-то лазейки, чтобы вернуть каким-то образом вашу лояльность, вернуть у кого-то вас даже, может быть. Но это не потому, что она вас любит, а вот потому, что она привыкла к красивой жизни. Потому что она привыкла, когда ее кружат. Потому что она привыкла, что она должна быть королевой. Сейчас я не вижу у нее мужчины, который мог бы ее кружить. Если вы на эти уловки не поддадитесь, она так и останется. В принципе, в плачевном финансовом положении, поскольку особо помогать ей некому. Вот, смотрите, ну вот эта карта, но это уже лучше даже не скажешь. Да? Вот женщина жадная к деньгам. Она не может дотянуться до ваших денег. Вот она будет всячески пытаться дотянуться, опять же. Обращаю ваше внимание, что у всех, конечно же, проиграются свои варианты. Я просто так наброски вам сказала некоторые. Кто-то через детей, кто-то придумает историю любви, вернись, я все прощу и так далее. То есть будьте бдительны. Вот ее надо опасаться больше всего. Помимо... Смотрите, лицемерных друзей, могут быть лицемерные друзья еще, смотрите, я уже это озвучила. Да, с женщиной однозначно, с ней ничего, даже не пытайтесь. Вот, ребят, даже я знаю, что среди вас есть те, которые хотят безумно вернуть бывшую, да, несмотря ни на что. Ну вот посмотрите, если вы поведетесь на ее уловки, вот будет, смотрите, вот. Она все так же будет выносить вам мозг. И это также закончится башней. Это будет разрыв. Просто это будет уже второй разрыв, понимаете? А значит, это будет еще вдвойне больнее. Это будет ситуация, которую вам еще сложнее будет пережить. Поэтому я вам, настоятельно не рекомендую на это клевать. Далее еще смотрите, с чем вам нужно или с кем нужно быть осторожным. Смотрите, кто крутит романы? Кто крутит романы с женщиной, которая вам не нравится? Я знаю, среди вас такие есть, ребятушки. Я это вижу и по картам. Есть такие, кто крутит романы. Смотрите, если женщина вам, в принципе, не нужна по большому счету, да? Если женщина, так, чисто клин клином, да, вышибают. Женщина просто, чтобы время провести хорошо. Будьте осторожны, предохраняйтесь, что называется. Потому что дамочка может забеременеть от вас. Если вам, не нужен ребенок от нелюбимой женщины, то, пожалуйста, как-то поберегитесь. Понимаете? Либо же секс в противогазе. Это уже выбирать вам, как говорится, да.
Поэтому вот берегитесь еще таких моментов. Ну, в общем-то, знаете, вот я думаю, вы послушаете и сделаете все-таки каждый свои выводы, потому что у каждого будет своя ситуация, да. Но я думаю, общий такой совет для всех вам будет, такой как резюме уже подведем. Нужно больше все-таки флиртовать и фильтровать, да, уже все, заплетык языкается под конец видео, уже все, да, уже песенка спета. Фильтруйте людей, кто что говорит и делает. И флиртуйте, конечно, это само собой. Флирт – это такое дело, никто его не отменял. А раз я сказала, я вам разрешила фильтровать, я вам разрешила и флиртовать, я вам все разрешаю, только предохраняйтесь. Вот, поэтому не нужно быть таким наивным, не нужно быть таким доверчивым, ну елки-палки, доверяй, но проверяй, потому что, ну, мир, ну, такой стал, ну, не хочу в эфире говорить такие слова, да, уж простите за мой французский, но не хочу говорить всякие гадости. Мир стал другой, ну, не такой чистый, не такой наивный, больше грязи, да, поэтому... Поскольку очень много актрис сейчас вот вас окружает, да, вот такие актрисы погорелого театра. Смотрите все-таки на поступки, что женщина говорит, ну и не только женщина, на окружение. Потому что говорят одно, делают другое, в голове третье, да, ну то есть здесь без 100 грамм не разберешься, как говорится. Ну, я вам желаю, знаете, вот все-таки, несмотря ни на что, несмотря на тех актрис, которые вас окружают, несмотря на все те перипетии, которые вы пережили, несмотря на те осадки, которые вы пережили, у кого-то реально опустились руки, я вам все-таки желаю найти ту единственную, неповторимую, которая сможет растопить ваше сердце, которая заставит вас снова летать на крыльях любви, которая снова заставит вас верить в любовь, и не только верить, но и чувствовать, что вас любят. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!